Здравствуйте, это будет гадание обо всем для всех. Вы можете смотреть его как общий анализ, общие предсказания для вас на разные темы жизни, сферы жизни, в общем, куда попадет. А можете задать картам конкретный вопрос, описать картам какую-то проблему, о ней вы наверняка думаете. Проблему, которая у вас на первом месте сейчас. Вас интересует, откуда, собственно, она взялась, эта проблема, что сейчас в этом вопросе для вас решается, что происходит и какое будущее вас ждет. Естественно, советы для вас. В общем, кто захочет услышать предсказание, тот услышит предсказание. Так работает карта Таро, любая предсказательная система. Кому нужны советы, тот услышит советы. Самое главное, ваши открытые уши, так скажем, и ваши восприимчивые мозги, и ваше открытое сердце. Необычные карты, да, необычная колода. Редко я их использую. Не могу даже сказать. Прочитайте сами, как они называются. Но, знаете, я думаю, что вот именно такие гадания общие не в смысле аудитории, что они вот на все 260 тысяч подписчиков моих и зрителей еще тем более больше. Я имею в виду общая картина жизни. То есть когда вот не знаешь, что спросить, часто же бывает такое. На душе смутные сомнения, меня терзают смутные сомнения. И вот есть ощущение, что что-то идет не так, что вы где-то промахиваетесь, чего-то не досматриваете, где-то не пропустили что-то. И вот этих набор сомнений такой размытый есть, да, и хочется, чтобы кто-то направил, кто-то сконцентрировал, чтобы кто-то сказал, что, в конце концов, вот подумай об этом, посмотри на это, оцени в настоящее время то, что есть. Итак, что было? Раз, два, три. И смотрите, что если свечка дрогнет, да, вот в какой-то момент, когда вы лично заметите, что свечка дрогнула или там заискрила, задымила, вот это все, это тоже имейте в виду, это тоже знаки, такие подсказки для вас. Это значит, что что-то там нечисто, что-то не то. Обратите внимание на магические пасы чьи-то, на свои хотя бы, да. Итак, в позиции прошлое. Что мы видим? Прошлое хорошее. Мужчина, который выбирает в отношении вас серьезные намерения. Буквально мужчина, буквально, любящий, потому что интерпретация у карты больше, чем мы можем представить. Король кубков, то есть мужчина, который к вам очень расположен. Как правило, про любовь речь идет, да, действительно, любящий человек, у которого вы вызываете романтические чувства. Там жених, муж, в редких случаях какой-то жених, знакомый, коллега по работе, не знаю, сосед, какой-то герой по переписке в интернете. В общем, мужчина к вам шел с любовью, но не только с любовью, но и с серьезными намерениями. Вот она, восьмерочка пентаклей, самая верная карта про серьезность намерений. Это вот, кстати, очень хороший рассказ, подсказка, разговор хороший для вас, если сейчас, в ком-то сомневаетесь, например, спрашиваете, а были ли у него действительно, если вы расстались, например, и мужчина там потерялся где-то на просторах Вселенной, а вы сидите и думаете, а были ли у него действительно серьезные намерения? Вот карты говорят, были. Причем именно выбор такой. Этот человек выбирал в отношении вас, например, вкладываться в вашу любовную историю или нет. Иногда буквально помогать вам или нет, давать вам деньги или нет, помогать вам с работой или нет. В общем, и так далее, и так далее. То есть мы однозначно в прошлом в вашем разбираемся, и карты выделяют вот именно фигуру мужчины, которому вы жутко нравитесь, настолько, что он даже готов на вас тратить время, деньги и, в общем, может быть, учить даже вас чему-то, что тоже неплохо, правда же? Поэтому в прошлом, в общем, недавнее прошлое, хотя, опять же, для каждого вот это вопрос недавнее, давнее или недавнее, мы же обращаемся к вам, карты показывают главное. Может быть, для кого-то этот мужчина, главное, неделю назад был со своими стараниями и вложениями.
а для кого-то и 20 лет назад. Что было, знаете, во Вселенной времени нет. Календари люди же придумали, на самом деле. Вселенная не знает, природа не знает времени. Что есть? Самые важные моменты в вашем настоящем. Страшновато. Раз. Два. Разбитое сердце, что ли? Три. Мечи. В настоящее время очень много вам приходится нервничать, потому что все идет не по плану. Боль привычная, и может быть из-за этой привычности притупленная, но она есть в сердце. Тройка мечей спешит к вам, чтобы вас успокоить, заверить, направить, подсказать. В общем, печалитесь вы не о том, о чем надо. Причины ваши на самом деле в другом. Вот задумайтесь сейчас, прям зажмурьтесь, да, подумайте, о чем вы больше всего сейчас переживаете? Что вам денег не хватает за ипотеку заплатить? Или то, что вы на работе какой-то важный документ не успели подписать, начальник будет ругаться? Да? Вот какие-то у нас всегда такие вот сиюминутные страдания, честно говоря. А за деревьями леса-то мы не видим, жизни-то мы за этими страданиями не видим. И вот тройка мечей говорит, что вот о чем больше всего сейчас ваше сердце болит, это, кстати, может быть и любовь, какое-то расставание, потому что тройка мечей все-таки карта разбитого сердца. Это все либо не вовремя, либо напрасно, скорее всего и то, и другое. В общем, все вместе. Не думайте, забудьте, выкиньте из головы. Карта старой печали называется. Но беда в том, что эти, в общем-то, ненужные переживания, какие-то неуместные или устаревшие, несвоевременные, отправляют вас, ну, в условную дорогу, то есть провоцируют какие-то перемены для вас. Вот будьте осторожны, не совершайте сейчас резких движений. Судьба все равно готовит перемены для вас. И большие, это шестерка мечей, вплоть до переезда, вплоть до смены работы и смены семейного статуса, может быть. Но сами вы вот в таком настроении, тем более, когда, ну, как бы когда в этой ауре, в этой зоне, вот когда Вселенная вами активно очень занимается, вам самим плавниками бить не нужно, потому что вы только все усугубите, и вот направление верное, которое ангелы выбрали, вы все испортите. То есть с этими картами вот в настоящем, это ответ тоже на вопрос, надо ли вам куда-то пойти, что-то сделать, написать, позвонить, рассказать, купить, продать и так далее. Вот карты говорят, что нет, потому что вы очень... Ну, напрасно, мимо, я так это называю, нервничайте мимо, понимаете, да, вот, а перемены все равно неизбежны, то есть то, о чем вы сейчас сомневаетесь, все равно случится, но просто пусть оно будет по судьбе, рок, как решит рок. И знаете, в основном я все-таки вижу много карт, видите, масти пентаклей, поэтому... Смотрите вы сейчас на жизнь довольно практично, и переживаний, ну и радости тоже, чья-то помощь. Все это, конечно, касается очень материальных каких-то вот таких вещей. Ну, в первую очередь, материальных вещей. То есть в настоящем одолевают вас. Просто здесь паш пентаклей у нас. Новости о деньгах. Но судя по соседству с мечами, это новости нехорошие, понимаете? Это как раз такие новости, как... Когда деньги задерживаются, новости, не новости, новости старости. Ну, советы дали. Что будет? Раз. Ближайшее будущее. Два. Три. Так, что будет у вас? Продолжение задерживается. Вот о чем вы успели подумать, о чем вот карты вам напомнили, как бы навеяли. Счастливое продолжение для этой истории, будь то деньги, профессия или личная жизнь, или роман какой-то. Счастливое продолжение очень даже возможно. Можно сказать, что звезды даже ждут от вас этого. Но
выбираю просто самое такое ровненькое слово какое-нибудь, чтобы никого не пугать. Нечто вроде засады судьба готовит, нечто вроде капкана. А вот на примерах вот так скажу. Если, например, про любовь. Вот все, что выше описано про любовь, и перемены, и любящий мужчина, и серьезные намерения, и все такое, и разбитое сердце, да, вследствие чего-то, то тройка жезлов, вот здесь в этой троице, говорит о том, что продолжение между вами возможно. Очень даже возможно. И вот чем вы оптимистичнее на это смотрите, чем вы больше верите в эту возможность, тем, значит, все будет лучше. Вот. Но она буквально схвачена с двух сторон вот такими мечами. И где рыцарь мечей говорит, что конфликт неизбежен, то есть или через полосу препятствий, через полосу именно конфликтов вам приходится проходить. Чтобы было продолжение, как бы это ни звучало, вам надо поругаться, понимаете? Вот прям буквально надо поругаться или придется поругаться. Не обязательно, кстати, с партнером, с выбранным человеком, может быть, с третьими лицами. Какую-то конкуренцию вот, преодолеть. И все-таки ближайшие внешние обстоятельства, они вот такие. Вот видите, восьмерка мечей, всегда вот она какая-то такая, да? Она обозначает не свобода. Не свобода, а интервенция, вмешательство. Вот значение этой карты. То есть вы попадаете как рыба в сеть, что ли, в какую-то в сеть. Обстоятельства неблагоприятные и так далее. То есть, видите, надежда есть, но близкое будущее очень-очень несвободное. Карты лишают вас выбора. Вот. Но не зря же плохие карты. Это не очень хорошие карты, давайте согласимся, появляются в раскладе. Это всегда советы для вас. И вот советы какие тут можно увидеть? Первый. Рыцарь мечей. Знаете, как он говорит, да, рыцарь мечей, он говорит, стрелять так стрелять. Он говорит, если вы идете в споре, если вы идете вообще где-то в какой-то коммуникации на конфликт, то это должен быть конфликт открытый, честный, явный и, в общем, такой до победного конца. То есть эта карта, в общем, такая злая, но она очень бесхитростная. По ней люди орут друг на друга, понимаете, но не гадят друг другу где-то за спиной. Вот такая вот история. Это и на работе может быть какой-то конфликт. А восьмерка мечей говорит, что от несвободы надо избавляться, из этих сетей, в которые вы плывете сейчас пока, судя по всему, надо всеми силами вот так вот выбираться, выпутываться, вот, потому что дальше будет хуже. Это может быть, да, совет, кстати, и поругаться с кем-то, поссориться на открытый конфликт, в конце концов, вчинить кому-то иск, может быть, даже судиться с кем-то, да, если там с бизнесом дела какие-то связаны. Потому что сама по себе не разрешится ситуация, если вы не будете махать вот как рыцарь мечей условным каким-то своим оружием. Карта для вас. Для вас, про вас. Карты, кстати, говорят, что вы в порядке, даже если вам так не кажется, что в целом все справедливо, все, что вокруг вас происходит, вы сами довольно правильную какую-то, ну, равновесную жизнь ведете, да, вот эта же карта. Карта справедливость, она очень поровну всех делит, поровну все делит и поровну по справедливости всех судит. То есть эта карта действительно, да, она говорит о высшей справедливости. В общем, вы живете правильно, вы все делаете правильно. Не знаю, это достаточно или нет для того, чтобы душеньку вашу мятежную успокоить, потому что она прям мятежная, да, вот по картам мы видим. Вот. И, наверное, эта карта, тем более в сочетании с магом, ну, не вызывает к чувству вины и к вашей совести. Она говорит, что в происходящем, там, даже если есть трудности, например, расставание или потери, ну, не знаю, работы, денег, не стоит вам винить себя, да, вы эгоистичны, вы стоите на своем, вы живете для себя, но вы в этой самости правы.
в этих устремлениях, во всем вы абсолютно правы. То есть так держать. Карты довольно, кстати, быстрые, срочные. И эти карты вас любят или призывают вас любить себя. То есть сейчас самое правильное решение, если вы перед каким-то выбором стоите, вот направо, налево, пойдешь, коня потеряешь, то самый правильный, грамотный выбор будет в пользу себя, вот именно в свою пользу. Я выбираю себя, я выбираю, как мне лучше. Вы хорошо выглядите, вы пользуетесь авторитетом, и вы в хорошей фазе такой жизненной, в хорошей форме, в правильном каком-то отрезке времени возрастном. И интересно, что ведь карта вас описывает самодостаточной очень женщиной, яркой, и так держать так и должно быть. И в то же время карта предлагает вам пару для вас. Не помешала бы вам пара, двойка кубков, или не помешало бы вам кого-то, какого-то такого же яркого, достойного человека пригласить себе в напарники, там, я не знаю, в бизнес, на работу, или, может быть, для семейной жизни, это имеется в виду какое-то партнерство. А еще маг, и вообще вот портрет из этих 3 карт, ваш портрет, да, это портрет женщины, которая любит. Представляете? То есть двойка кубков, ну, она так просто называется, эта карта, прям вот таки любовь. У вас есть пара сейчас. Да, есть. Или для вас, у Вселенной, например, для вас есть сейчас пара. То есть насколько бы вы ни были самостоятельны сейчас, но ваша вторая половинка уже выбрана, там, я не знаю, движется она к вам или от вас, например, если вы в ссоре. Но тем не менее, да. Тем не менее, еще карта, знаете, взаимную выгоду описывает. То есть она рекомендует выбирать, приглашать в свою жизнь людей, с которыми, очевидно, выгодно. Которые вам нравятся, безусловно, но и искать тех, кому что-то, кому ваша выгода такая же близкая, как вам. Вот что. Для вашего дома семейные дела, домашние, отдельно почему-то они выделены, это старинная схема, ну так, это все. Раз, 2, 3. Так, дома обратите внимание на очень эмоциональную женщину. Карты вам предлагают обратить внимание именно на очень эмоциональную женщину. И при этом для дома. Смотрите, сразу настроение, погода, мазь даже другая. Море эмоций, двойка мечей. И тут опять мечи, снова мечи и кубки. То есть дома у вас очень все эмоционально. Нужно, общий совет такой, в домашних делах, в семейных делах, снизить градус именно эмоций, эмоциональной жизни и более переключиться на дела насущные, хозяйственные, какие-то, может быть, на семейный бюджет или там на ремонт, или опять же на обустройство какого-то гнезда. И женщина это, вот если говорить прямо, оценивать в комплексе, да, эти карты, здесь королева мечей, злодейка, соперница, то есть ваш дом под угрозой, какие-то происки идут от женщины злой. Это может быть соперница, которая вашего мужа пытается увести, так сказать, разорить хочет семейное гнездо. Это может быть и родственница под видом милой тетушки, но тем не менее она там не всегда какого-то добра желает. И плохо то, что именно с пажом кубков эта карта. То есть, видите, это злодейка под личиной. Как вы подпустили ее так близко к дому, вот это вот все непонятно. И двойка мечей, то есть человек очень-очень закрытый, этот человек, с которым вы не можете быть откровенны и не можете поэтому угадать его намерения. Ее. Это женщина, да. Не мужчина, это женщина. Обратите, такое предупреждение для вас.
для вашего сердца. Для дома, для сердца. Ну, для сердца это, знаете, я думаю, что сюда и здоровье относится, да, для сердца. Вот. Любовные дела относятся для сердца. Ну и вообще покой. Раз, два, три. Слияние с бесконечным, вечным. Так, для сердца что у вас здесь идет? Опять же женщина, тоже королева, но только другая. Понимаете, это королева Пентаклей. Вот интересно, что обе эти наши героини предшествующие, да, королева кубков и вот эта королева Пентаклей, это может быть одна и та же женщина в двух ролях, в двух каких-то ипостасях. И это может быть, если мы уж совсем там, знаете, в теории Таро покопаемся, да, это может быть даже и ваш портрет. То есть ваша какая-то непримиримая очень позиция дома, в семье, в каких-то домашних делах, может быть, против одного конкретного человека, даже там какая-то конфронтация, непонимание, вот. А внутри покой, внутри добродетель, внутри очень такая успокоенная и практичная, что важно, душа. Даже это, знаете, женщина, которая вот воюет, например, на словах, потому что там требует внимания. Но при этом эта женщина все делает по дому и для дома. И заботится о детях, и заботится о муже, о быте, и, может быть, зарабатывает даже. То есть что-то вот эдакая карта вам тут предлагают, да, жертвенная натура. Для успокоения, вот вы не поверите мне, да, но для успокоения сердца, причем, может быть, даже в физическом смысле, физиологическом, чтобы тахикардии не было, чтобы там не кололо где-то за грудиной у вас, вам нужно именно решиться, вам нужно заняться домашними делами. Это я почему-то до этого уже вам предлагала, да. Вот, поверьте, это не клише, то есть я не всем предлагаю заниматься домашними делами. Но так получается, здесь карты вам рекомендуют. То есть там что-то можно отложить, отодвинуть. А жертва нужна в пользу семьи, в пользу дома, в пользу, может быть, семейного какого-то бюджета. И вообще включитесь в хозяйственную жизнь дома, свою, да. Вот. Или это зарабатывание может быть. Но тут жезлов, какой-то намек на карьеру есть, да. То есть карты прямо-таки вас уводят. Для сердечного покоя вам не нужно переживать, с кем-то разговаривать на повышенных тонах, ну там и так далее, да. Вот. Вам нужно заниматься практическими делами. Купите что-то большое, или должность новую отхватить, или на работу выходить, если, например, вы сейчас не работаете. И пусть это для вас как не свобода, как немножко жертва выглядит, или так это воспринимается. Но зато это ваше. Это сейчас очень-очень ваше. Ну и, наконец, чем дело кончится? Чем дело кончится? Какое дело вы имеете в виду, да? Раз. Два. Три. Оно не кончится, сказала бы я вам, да, потому что мы хотим, чтобы оно как-то кончилось. А оно не кончится, потому что вы попали. Видите ли, дьявол. Ну, максимально неуместна здесь карта, правда же? Чем дело кончится, а чем оно может кончиться? Будьте внимательны. Такое ощущение, что вы еще больше вязнете куда-то, еще больше погружаетесь в эту тему. То есть если это любовная зависимость, например, или бесконечные конфликты в паре, например, супружеской, или это проблема с профессией, там, с реализацией, с поисками себя, может быть, проблемы, связанные с дорогами, деньгами и так далее. То есть дьявол во всех случаях это, с одной стороны, выбор, да, тоже. Так же, как и карта влюбленный, дьявол предлагает вам выбор. Но проблема в том, что этот выбор не свободный, то есть до конца вы не выбираете и так далее. Вот. Поэтому, чем дело кончится,
не кончается оно пока что, не кончается, видите, да? Оно бы кончилось бы, может быть, да, если бы вы окончательно, бесповоротно сделали свой выбор и уже не метались бы, не морочили другим людям голову, и себя бы не истязали, не спрашивали, куда мне направо, налево, что. Потому что дьявол — это такое искушение, и это он описывает всегда, почему на нем люди я прикрыла, потому что так требует цензура. Вот. И люди всегда на цепи здесь сидят. То есть это не свободный какой-то выбор. А что вы, зачем вы выбираете, если вы выбираете из двух зол? Из двух зол выбирать не стоит, поверьте, это уж истина такая старая и давно проверенная. Плюс непонимание. Буквальные непонимания идут на словах у вас с заданными людьми или с одним конкретным человеком. Вы просто не можете договориться. Возможно, трудности перевода, возможно, действительно на разных языках просто как бы говорите. Вот. И тем не менее, новостей... ну да, нам нужно же что-то положительное, да, позитивное сказать. Чем дело кончится? По крайней мере, на горизонте интересные новости для вас. Интересные, знаете, какие-то такие вот, от которых стоит прям-таки задуматься. Вы их с энтузиазмом встречаете или наоборот кидаете слезы. Это не так важно. Самое главное, что не информационная ситуация, да, это же получается у нас что? Это получается два пажа. Да, вы полностью в новостях, понимаете? Только видите, они дьявол их разделяет. Это как, знаете, новости. Одна от черного ангела, другая от белого ангела, да, один на одном плече сидит, другой на другом, и вот они в разные уши вам разное какое-то нашептывают. Налицо развилка, видите, хорошая новость, плохая новость, а между ними дьявол. И вы стоите на этом перекрестке в растерянности. Что дьявол советует? Всегда выбирать праведный путь, правильный, чистую, светлую дорогу, то есть выбирать то, что вам подсказывает этот белый ангел за левым плечом. Не поддаваться на искушение, то есть, по сути, впереди искушение или полоса искушающих каких-то известий, новостей. Кстати, дьявол считается очень-очень хорошей картой для денег. То есть у вас искушение денежное может быть, и поэтому ситуация не решается, потому что вы не можете себе отказать в каком-то таком денежном выборе. Чем сердце успокоится? Раз, оно все-таки успокоится, да? Но очень много новостей впереди, вы не представляете, новости, перемены. Какую-то вообще мы такую астрологическую эпоху сейчас переживаем, да, потому что высшие планеты все подряд в ретроградном движении. Вот когда я делаю этот расклад, все высшие планеты, все, большинство, да, высших планет в ретроградном движении. И они по одной будут выходить из ретроградного движения, каждый в свой черед, да, и это всегда сотрясает вот так пространство. Вот. Поэтому мы, в общем, все в цепи каких-то вот этих новостей. Сердце ваше успокоится праздником, или любовью, как хотите. Смотрите, здесь финальная карта расклада, вообще девятка кубков. Представляете, девятка кубков, финальная карта расклада. То есть в конечном итоге ваше сердце успокоится прям столом, понимаете, вот застольем. Может быть, это свидание в ресторане, может быть, это какое-то семейное торжество, корпоратив, в конце концов. Или это может быть там чаепитие на двоих всего лишь с начальником. Не суть. Закончится все. Сердце ваше успокоится. Может быть, это будет временная какая-то передышка. Но, тем не менее, впереди праздник, потому что откуда он образуется? Вроде ничто не предвещало, да? Ничего такого предпраздничного мы вам до этого не рассказали. А потому что свалится, как снег на голову, какая-то абсолютно внезапная новость, и свалятся совершенно фатальные перемены, которые коснутся не только вас, но, безусловно, и других людей, причастных к вашим проблемам, к их решению.
людей, причастных к вашему сердцу, к вашим деньгам, к вашей недвижимости. В общем, все, о чем вы переживаете, о чем еще можно переживать, к вашим дорогам, может быть, да, потому что вот здесь, вот видите, у нас нечто похожее на колесо нарисовали на этой карте. В общем, судьба вмешивается самым, вроде бы, вероломным образом в ваши дела, в ваши проблемы. Но при этом их разрешает, причем навсегда. Боюсь представить, что суд со смертью, что могут. Ну, это большие события. Это, знаете, иногда даже какие-то планетарного уровня, то есть то, что затрагивает сразу много народу, касается прям целого коллектива или вообще это популяции даже людей. Да. Вот. И все, можно выдохнуть. Можно будет выдохнуть и праздновать, да, спасибо.